Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца апреля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у львов. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас, смотрящих это видео, этот расклад подойдет. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, и я буду очень рада ответить на ваши сообщения. Первая карта у вас пятерка жезлов, карта конфликта, может быть, каких-то конфликтных ситуаций с окружающими, либо вашего внутреннего конфликта, который здесь может происходить. И тут же еще и верховная жрица. Карта интуиции. Вам нужно прислушиваться к своей интуиции. Возможно, для кого-то здесь будет какое-то озарение или понимание глубины вещей. Может быть, вы здесь узнаете какую-то тайну или узнаете что-то для вас неизвестное. В любом случае, вам нужно здесь постараться не терять связи со своей интуицией, со своим высшим я, со своим чутьем, да, и, чтобы услышать свой внутренний голос, нужно стараться наблюдать за своими мыслями, может быть, прислушиваться к себе больше, может быть, обращать внимание на какие-то знаки, на какие-то важные для вас маячки такие, которые будут появляться. В любом случае, будет очень много интуитивных подсказок, может быть, каких-то вещах снов или чего-то такого, на что нужно будет обратить внимание и не игнорировать свою интуицию. Все то, что с вами здесь происходит, будет для вас иметь важное значение. И дальше у вас есть четверка кубков, карта, которая показывает, что вы можете чувствовать себя как будто немножечко в тупике. Может быть, вы немножечко недовольны от того, что у вас сейчас здесь есть, но да, у вас появится возможность выйти за эти рамки, выйти из этого зацикленного состояния. То есть не нужно зацикливаться на каких-то неудачах или не нужно лениться, не нужно пытаться как-то замкнуться, закрыться в себе. Вам дается здесь шанс, какая-то хорошая возможность или открывается какая-то правда, которую здесь нужно как-то правильно будет использовать. И вы можете таким образом уйти от состояния неудовлетворенности чем-то. То есть у вас как будто появится здесь озарение, понимание, что вам нужно выйти из этого периода. У вас есть хорошая для этого возможность, чтобы выйти из этого периода застревания. Хотя некоторые из вас испытывают некоторую самоуспокоенность тем, что да и так сойдет, да и так нормально, потому что даже находясь в каком-то неудовлетворительном положении, но находясь давно в такой ситуации, вы как будто бы к этому привыкли, мол, ну и что создает это трудности? Так привык уже, да, так будет. И даже когда появляется какая-то новая возможность, вы, может быть, не сразу ее замечаете или не сразу хотите принимать, и можете искать определенные оправдания или объяснения, почему вы не будете ею пользоваться, да, мол, мне это не нужно, или мне и так нормально, мне и так привычно и комфортно. Давайте посмотрим, что еще здесь дальше у вас есть. Дальше десятка кубков. Это карта дома, семьи, счастливого, в принципе, семейства или счастливого вашего будущего, на которое вы настроены. На уютный дом, на семью, может быть, кто-то на брак настроен, да, если вы не в браке, к примеру. Или в целом вот какие-то семейные для вас важные вопросы, эмоциональные, значимые. В отношении дома, семьи, друзей для вас будут очень-очень существенными во второй половине месяца апреля. То есть здесь для вас такой приоритет будет, то, что для вас будет главным, главенствующим. В любом случае карты у вас хорошие. Да? Давайте посмотрим, что дальше здесь будет. Карта повешенной. Опять-таки возможность увидеть что-то в другом свете, по-другому, иначе. И здесь же еще и паж или принцесса Пентаклей ее называют, да, в этой колоде это принцесса Пентаклей, вообще паж Пентаклей. То есть, да, вы сосредоточены на семье, на счастливом будущем, вы здесь по этому пажу Пентаклей как будто бы готовы попытаться глубже понять, осознать, что для вас на самом деле важно, что вам требуется, какие вам для этого нужно шаги сделать, может быть, какую-то мелкую работу или какие-то мелкие вот такие вещи, которые требуется делать для достижения поставленной цели. Но в любом случае вы здесь будете обращать внимание на детали или на какие-то хорошие предложения, которые вам будут даваться по этому пажу Пентаклей. Кто-то может, кстати, получать что-то материальное даже здесь, потому что Пентакль материальный, такой с монеткой в руках.
Но в любом случае здесь, даже если вы проживаете какую-то паузу или остановку на данный момент, потому что есть карта повешенного, которая висит вниз головой, он в состоянии стагнации, в любом случае для вас это означает, что в этот период у вас может быть какое-то другое представление или другое видение того, что вам потребуется для достижения вашей цели, касаемо этой десятки кубков, то есть счастливой семьи, счастливого семейного будущего. Возможно, вы как-то здесь что-то поменяете касаемо ваших действий или шагов, касающихся, опять-таки, вашей семьи. Может быть, используете какие-то шансы, которые вам даются, чтобы достичь своих целей, но, опять-таки, они будут не такими, как вы планировали ранее, эти шаги или эти действия. Возможно, то, что вы раньше считали необходимым для создания счастливого семейного будущего или обретения какого-то счастья семейного, может быть, оно отличается от того, что у вас есть сейчас, и то, что вы сейчас будете делать. То есть вы как будто бы по-другому будете действовать, иначе, не так, как вы спланировали, но это будет тоже хорошим вариантом, хорошим решением для вас. Может быть, даже вы на какую-то жертву идете, но делаете это для такой долгосрочной перспективы, долгосрочной выгоды, потому что карта повешенная — это еще и карта жертвы, вынужденной жертвы, в которой вы себя здесь видите, да, или в которую вы себя здесь загоняете. Может быть, чувствуете определенное самоограничение здесь. Может быть, вам нужно будет отказаться от каких-то вещей для более важной выгоды, для более долгосрочной какой-то выгоды, которая вам дается. В любом случае тоже неплохо на самом деле. Дальше идет двойка пентаклей у вас и карта семерка пентаклей. Ну вот опять двойка пентаклей, карта семерка пентаклей. Здесь вы, возможно, по двойке пентаклей находитесь еще в ситуации, где вам нужно было бы, во-первых, действовать по двойке пентаклей быстро. Вам нужно здесь уметь принимать быстрые решения, быстро взвешивать какие-то варианты. Да? Вы уже по семерке пентаклей очень много усилий во что-то вложили, уже определенные семена посеяли, чтобы получить результат в дальнейшем. Но опять-таки вы здесь сосредоточены на какой-то совершенно конкретной цели, и вы здесь по семерке пентаклей, может быть, долго ждали чего-то, что касается получения вашей цели, может быть, поэтому и карта повешенная, да, находились в состоянии подвешенном таком. Но здесь вот в любом случае вы двигаетесь по двойке пентаклей, развиваетесь, что-то вот делаете постоянно, суетитесь, какую-то работу еще выполняете, может быть, еще какую-то работу доделываете по двойке пентаклей. То есть это суета, это вот постоянно беготня, как белки в колесе, когда вы выполняете какую-то рутинную работу, но делаете это достаточно ловко, сноровисто, то есть вам это удается, и вы умело, правильно расставляете приоритеты, что важно, что второстепенно, чтобы все успеть, чтобы ничего не упустить, никаких деталей не упустить, соответственно, из виду. Может быть, кто-то из вас ждет определенного какого-то решения от кого-то или какого-то шага. И, может быть, ваши дальнейшие шаги зависят здесь от каких-то внешних обстоятельств. И поэтому вы здесь находитесь в состоянии такой стагнации, потому что ждете каких-то дальнейших действий, да, других людей или каких-то решений. Ну, давайте посмотрим дальше. Здесь у нас есть туз мечей, у нас есть под верховной жрицей есть еще десятка пентаклей. А карта тоже, да, по сути, семьи, чего-то материального, может быть, будущего или чего-то, что касается счастливого вашего семейства. И вместе с тузом здесь мечей, вам нужно в любом случае обращать внимание на любые озарения, на любые идеи, которые у вас возникают, на любые какие-то мысли, которые у вас возникают. Может быть, вам следует здесь следовать этим идеям, потому что туз мечей — это туз идейный, туз знаний каких-то, какого-то озарения, как лампочки над головой, которая у вас зажигается и проясняет ту путаницу, в которой вы находитесь, то есть тот ментальный хаос, возможно, в котором вы находитесь, и вы понимаете, какой дальше вам шаг нужно сделать или какое решение принять, на какой дальше уровень перейти. То есть этот туз мечей, он как будто бы показывает вам, как вам лучше действовать, и что не нужно медлить, что нужно сейчас, здесь и сейчас уже что-то делать.
В любом случае карта тоже хорошая, еще и по десятке пентаклей. Возможно, здесь какая-то идея или мысль опять-таки касается того, как сделать лучше там для вашей семьи или для вашего счастья, семейного счастья или вашего душевного спокойствия, если хотите так, может быть, потому что десятка пентаклей здесь она тоже еще и об этом. Ну, Верховная жрица, которая здесь у вас есть, тоже показывает опять-таки интуицию, да, как лучше поступить, вам подсказывает ваш внутренний голос. Так, 4 кубков у вас с 2 мечей, но опять двойка, да, несколько вариантов, которые у вас есть, и 6 мечей, перемены. 6 мечей — это перемены, изменения, которые у вас могут происходить. И вы здесь рассматриваете какие-то возможности этих перемен. У вас может быть несколько сложных каких-то решений, и вам нужно здесь принять это решение, сделать этот выбор вместе с 2 мечей и вместе с 4 кубков, с повешенным. Можно говорить о том, что у вас есть чувство застоя или какой-то неопределенности в ситуации. И вы хотите знать, что вам дальше делать, как вам дальше действовать. Вы ждете чего-то, может быть, что от вас не зависит. И это заставляет вас чувствовать себя в тупике. Может быть, вы в этот период времени обдумывали принятие какого-то важного решения. Продолжать ждать или уйти, или вот что делать. Да? То есть вы собираетесь какие-то действия предпринимать, и по 6 мечей это будет для вас какой-то значимой переменой. Может быть, вы не совсем уверены, правильно ли вы здесь будете действовать, да, правильно ли будете поступать. Но в любом случае здесь вы хотите использовать какие-то шансы и возможности и по тузу мечей действовать смело, решительно. То есть не оставаться на том берегу, который вам не подходит или который вам не комфортен. То есть вы хотите двигаться к чему-то лучшему. Возможно, так. Несмотря на какое-то разочарование или замешательство, в котором вы находились, или тупик, в котором вы находились какое-то время. Кто-то из вас мог находиться в такой довольно сложной ситуации, и это может включать какую-то работу или какие-то трудности, да, связанные с, опять-таки, ожиданием, что-то затянутое, какая-то работа затянутая, или вот вы сделали большую часть работы и теперь ждете ответа, допустим, доделывать ее или не доделывать, как вам дальше поступать, соответственно, да, что вам дальше делать с тем, чем вы занимались. Ну, в любом случае, да, неплохо. Давайте дальше посмотрим. Дальше карта смерть. Ну, тоже как трансформация, перемена, изменение, которого вы ждете и которого вы хотите. А тут еще и король пентаклей вместе с картой император. Карты таких достаточно серьезных, солидных персон, которые у вас выпадают. И они показывают, что да, по сути, вы должны взять на себя ответственность, вы должны отвечать за свои поступки, выполнять какую-то свою работу, может быть, какую-то очень такую вот детальную работу, которая будет направлена на долгосрочную перспективу, стабильность, безопасность, может быть, безопасность вашей семьи. Может быть, вы здесь будете усовершенствовать как-то свое мастерство в работе, чтобы получать больше денег, или здесь заняты какими-то финансовыми вопросами, касающимися, опять-таки, вашей семьи, то есть того, что касается вашего дома, то, что вы считаете вашим домом или вашей семьей. Здесь, возможно, вам придется изменить какие-то взгляды на то, как вам добраться до той цели, которую вы себе ставите, касаемо, опять-таки, вашей семьи или вашего дома. И, возможно, сначала у вас было несколько иное представление, как вы будете к этому идти или какие шаги для этого делать. И сейчас вы понимаете, что нужно что-то немножечко поменять. Может быть, что-то потребует больше усилий или больше ожидания, времени, чем это планировалось, допустим. Но да, какой-то, возможно, прежний план, поэтому карта смерть, придется скорректировать или трансформировать, изменить, несколько поменять. Но в любом случае вы здесь по карте императора, если вы берете на себя такую роль, вы берете на себя ответственность здесь в том, какие решения вы принимаете, и, соответственно, вы здесь поступаете правильно, делаете правильно все и совершенно точно знаете, куда вам двигаться, какие перемены здесь вас ждут и что они к лучшему для вас. И вам нужно, да, отпустить что-то, вы, возможно, от чего-то должны отдалиться для того, чтобы приблизить себя к успеху. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для львов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких.
и до скорого!